Я Зубрев Денис, музыкант, композитор в группе «Свадара». Меня зовут Юля, и я вокалистка в проекте «Свадара». Короче. Поймался я на мысли, что я музыкально заинтересован, наверное, года в 4. У папы тогда была очень модная радиола по тем временам. И итальянская эстрада. Я поймал себя на том, что меня немножко, как это сейчас модно называется, грувит. Ловлю грув. Что мне нравится музыка. Музыка меня окружала с детства. В родительском доме всегда слушали музыку, всегда был или магнитофон, или проигрыватель. Я помню много пластинок дома. В садике, в начальной школе, какая-то самодеятельность. Я всегда участвовала в всяких концертах, мероприятиях. Мне это очень нравилось. Ну и отмечали, что есть слух. А потом мне захотелось научиться на чем-то играть. Меня всегда впечатляли музыкальные инструменты и люди, которые умеют играть. Как-то мы смотрели с отцом телевизор, и я увидел, как дядька с палками по шестиугольным таким штучкам плоским тарабанит. Я говорю: папа, кто это? Говорит: это ж барабанщик. И я в тот момент взял карандаши, разложил подушки и начал по ним тарабанить. В 5 лет мне отец купил подарок пионерские палочки барабанные. И я тогда почувствовал себя вообще полупрофессионалом своего дела барабанного. Мне очень хотелось научиться играть на пианино, но квартира у нас была маленькая, поэтому меня отдали учиться играть на гитару. Но мне это нравилось. Хотя, я помню, было тяжело первое время. Большая гитара, маленькие мои пальчики, и мозоли на пальцах, и плакала я над этими нотами. В общем... Прослушивание музыки всегда было в моем доме культом. Очень сильно увлекло, когда я уже, наверное, первый раз попробовал себя в игре на гитаре. Я понял, что это мое. И так потихоньку игра переросла в стремление создать группу. Ну и потом поехало, понеслось, группа за группой. И так вот влился как-то в музыкальную струю. Давай сначала мелодию найдем, а то тут на полтона ниже мелодию найдешь где-то. Мне везло с учителями, в музыкальной школе был учитель, который не вел меня четко по программе, много надо было учить классики, вот этих всех произведений, возможно, не очень интересных, для детей. То есть он мне давал какие-то джазовые произведения, каких-то латиноамериканских композиторов, давал слушать, какую-то музыку приносил. То есть это очень, конечно, серьезно расширило мой музыкальный кругозор. А потом мне захотелось петь. Почему, я не помню этого момента, но я помню, что появился в музыкальной школе класс вокала, и я такая: мама, смотри, что, пойдем же туда. Она говорит: ты же на гитаре занимаешься, куда же тебе два класса-то сразу? Но в итоге уговорила все-таки и пошла заниматься еще и пением, в дополнение к гитаре. Как я начал играть на гитаре? Первые мои попытки были немножко неудачно нелепые. Старший брат, я как-то увидел, как он играет или Цоя, или что-то такое, или какие-то армейские песни на акустической гитаре дома.
мне как-то стало интересно, как же так интересно, так прижимается, все играется, так, мне показалось, это так просто, человек сидит и в удовольствие этим занимается. Я же говорю, научи. Вечер обучения закончился на 20-й минуте обучения. За эти 20 минут у меня пальцы превратились в сардели синие, я не мог даже кончиком прикоснуться, и я понял, что это не то, что не мое, что вообще все гитарное искусство – это проклятая пытка, для вообще непонятно для чего это вообще придумано. Но случилась одна очень непредсказуемая вещь. Я в школе, как все мои одноклассники, ходил в спортивную секцию. Я в один из дней пошел на тренировку, и там так получилось, я на тренировке сломал кисть. Так как дома мне пришлось пробыть какое-то время вне школы, дома было очень скучно. Ну, первые дни, конечно, хорошо. Уроков нет, ничего нет, заниматься ничем не надо. Сиди, смотри или мультики, или кино. Я такой украдкой от скуки посмотрел настоящую в углу отцовскую гитару акустическую. Мне товарищ по школе принес сборник нот тяжелых команд роковых всяких. Я такой думаю, а там же ноты, табулатуры, все ж как и... Думаю, попробую. Взял гитару. Ну и потихонечку так чувствую этой рукой по стрункам дрынкать могу, хотя бы дрынкать. А этой потихонечку начал брать какие-то аккордики, прижимать. И так по чуть-чуть. Сняли мне в больнице гипс. И я такой пришел домой, взял гитарку и так почувствовал, что как-то так уж очень получается у меня на ней дрынкать. И самое главное, удовольствие, вот это вот детская радость такая. Единственный вопрос, что есть некоторые создают нечто негативное. Я считаю, что я создаю позитивное, и если я делаю композицию, я знаю изначально, что она будет нести, как бы она ни звучала, может быть, какие-то мрачные есть места, может, какие-то, но это всего лишь полет моей мысли в данный момент, в данную секунду, которую я пытаюсь фиксировать. И вот как художник рисует, он же не рисует, допустим, картину, чтобы она понравилась, вот, чтобы люди смотрели и хлопали ему в ладоши. Он всего лишь свою душу излагает на холст. Вот я точно так же делаю, но передаю свои чувства в звуковые волны, колебания, которые я фиксирую. Но если в итоге получается так, что мои чувства солидарны с чувствами слушателя, к которому попадают мои творения, то, конечно, получается двойное такое удовольствие. Ну, вдвойне приятно от этого, что кто-то еще разделяет с тобой твой труд, твои мысли. Ну и мне это нравится. Моё это музыка. Вот и все. А что она дает? Ну, может, это какой-то на духовном уровне, но мне больше нравится, как вам сказать, ну не знаю. Сложно это все. Не знаю даже, как сказать. Пение для меня это как передача какой-то энергии или информации. Мне нравится чувствовать этот процесс всем телом, потому что когда вокалист поет, задействовано все тело становится инструментом. И мне нравятся эти ощущения. Я пою, потому что я не могу этого не делать. И я начала петь не для того, чтобы быть похожей на кого-то, чтобы быть как кто-то. Просто есть голос, да, который себя хочет проявить. И вот это пение сначала, да, там классическое, мне это помогло, да, его выпустить. А затем народное, очень сильное пение, традиционное, да, то, как ты начинаешь петь, и звучит все, звенит, все гудит, и все наполняется этим голосом. В основном музыка постоянно. Единственное, что когда бывают моменты, когда не работаю я сейчас, допустим, не создаю ничего, бывает надо сделать какие-то перерывы, отдохнуть,
день в 2 недели, может быть 2 дня в 2 недели. Но это обычно как это выглядит? Я стараюсь проводить время на природе, с семьей. Если не с семьей, то с друзьями, но где-то подальше от города. Я постоянно что-то сижу, создаю. Если мне надоело создавать, я смотрю какие-то обучающие курсы, какие-то по тому, чего я вот вроде как знаю. А вот я все равно, не может же человек знать все. Я смотрю что-то обучающее. Я, честно говоря, когда долго не прикасаюсь ни к инструменту там, или, допустим, что-то не делаю, что-то не околомузыкальное, немножко такой крайний дискомфорт моральный испытываю. Еще раз. 3, 4. Я постараюсь тогда не учить, а как-нибудь просто спокойненько подрынчу. А когда будет пробоюсь, 3, 4. Меня вдохновляет природа, не просто визуальная какая-то для меня составляющая, да, красиво. Я как будто вот заряжаюсь, да, то есть посидеть где-то там на бережку озера или там полежать в траве или где-то просто погулять в лесу, и я чувствую, что я отдохнула, я чувствую, какой-то прилив сил и спокойствия. Меня вдохновляет архитектура, красивые здания. Мне нравится фотографировать, мне нравится сам процесс, да, там видеть какой-то фрагмент окружающего мира через объектив. Мне потом не важно, какой будет результат, даже мне сам вот этот процесс мне нравится, доставляет какое-то удовольствие. Мне нравится гулять в одиночестве, но при этом также, да, там, общаться с людьми, знакомиться с новыми людьми, куда-то ехать, неважно куда, мне нравятся какие-то поездки, есть время побыть наедине с собой, не обязательно при этом о чем-то думать, просто можно, да, отключиться и просто наблюдать за тем, что происходит вокруг. Идеи музыкальные мне приходят внезапно. Частенько в самые неожиданные моменты жизни. Например, одну из последних песен я сочинил, когда чистил зубы утром. У меня эта мелодия появилась в голове, и я как-то ее немножко зафиксировал. И вечером, сидя в своей домашней студии, сделал первые наброски, и там уже меня было не остановить. Песня пошла, и получилось так. Другие точно так же песни я не сочиняю на инструментах, никакие аранжировки свои. Я в основном все сочиняю в голове, структуру делаю композиции и все. А инструментальные партии в основном получаются уже при записи самой композиции. Все на готовую аранжировку. Все замечательно ложится. И как-то такой процесс у меня уже отладился до автоматизма. И, в принципе, так и работаю. После долгого периода, когда я вообще инструмент не брал в руки, собственной музыкой это особо не хотелось заниматься, я в основном больше слушал. Потом, когда все-таки решил, что мне от этого не уйти, это все-таки мое, я приобрел 8-струнную гитару.
Вот почему-то мне очень захотелось восьмиструнной. Может, потому что до этого я играл на семиструнной, и тут появились восьмиструнные модели, мне захотелось поэкспериментировать, как это, что это, интересно. То есть, получается, у тебя остается обычный стандартный шестиструнный строй, стандартный, но тебе добавляют еще твой пониженный, любимый, твой брутальный, тяжелый, пониженный строй. И все, я попробовал, мне тогда понравилось очень сильно. Но потом, через буквально пару лет, внезапно случилось нежданное. Один мой знакомый, я увидел объявление, он продавал девятиструнную гитару. К моему счастью, это тоже был Ibanez. И я сначала отнесся скептически, думаю, девятиструнная, почему тогда не 16-струнная, чтобы гриф был сантиметров 50, чтобы можно было локтем прижимать, как-то так. Посмеялся, такой поулыбался, думаю, дураки уже докатились до того, что потеряли счет струн на гитарах. И через 2 дня я почувствовал, что у меня немножко в душе как-то что-то пилит, и вот так захотелось мне подержать в руках. Вроде с одной стороны и смеюсь над собой, а с другой стороны такой любопытный интерес, потрогать, хочется подержать ее. Просто что это такое, в чем разница с моей гитарой? Я на ней поиграл и понял, что наверное, она должна быть моя. И в итоге я ее приобрел. Мне очень понравилось, что у меня в одном лице получился и бас, и обычная гитара, и полный диапазон, частотный диапазон гитарный. Песни в Свадара на разных языках, да, это и русский, и украинский, и сербский, и болгарский, санскрит еще немножко добавился. Пока что основной упор, да, на славянские языки, славянская группа языков, потому что это наш огромный пласт, да, культурного наследия, который обычно игнорится, да, в современной культуре в том числе. Начинается стирание, это забывание истории о том, что это когда-то было общим, о том, что это близкие и смежные языки, это то, что важно не забыть, и важно это сохранить и сделать это современным и актуальным. Так как, в принципе, все инструменты и аранжировку, собственно, делал сам, мне очень хотелось, чтобы был еще и вокал. Но вокал после моих экспериментов со всякими акапеллами уже записанными, сэмплами, мне эти результаты не очень-то и удовлетворяли. И я решил любыми путями найти вокалиста. У меня была тяжелая музыка, смесь с электронщиной и смесь с этникой, фолком. Мне хотелось женский вокал, на вокал именно девушку. Мой друг Ярослав посоветовал мне позвонить девчонке, которая на тот момент была вокалисткой в группе Свинтояр, с ней просто пообщаться и предложить совместную работу. К моему удивлению, человек сразу же согласился поэкспериментировать, попробовать. И я ей выслал свои начальные аранжировки. Через какое-то время мне перезвонила Юля и сказала, я готова записаться. Я причем даже не знал, что она будет петь, то есть был такой экспромт. Мы пошли на студию и записали наши первые работы. К моему удивлению, Юля меня очень сильно порадовала, так как, не зная человека и вообще, как мы, грубо говоря, по удаленному доступу с ней работали, общались, и человек в студии выдал такие результаты, которые меня удовлетворили с первого раза. Я очень долго проходил в небольшом недоумении позитивной стороны этого слова. И, собственно, начали совместную работу с ним, чем я очень доволен. С Денисом мы познакомились очень забавно. Я на тот момент работала в офисе, и позвонил мне по телефону чувак какой-то совершенно незнакомый. Говорит, я тут пишу музыку, а мне нужна вокалистка. И мне сказали, что ты хорошо поешь. Давай, дружить. И я такая, давай. Мы списались потом ВКонтакте, он скинул свою музыку, мне понравилось. Там 2 песни, эти, которые вошли в наш первый альбом «Исток». То есть там есть 2 песни без моего вокала, без моего участия. Он мне их скинул, и меня это очень впечатлило. Я такая, да, мне нравится.
Ну, я сказала, что да, давай работать, попробуем что-то придумать вместе, а сама параллельно я там у знакомых там спрашиваю: а ты знаешь вот этого парня, он нормальный, с ним можно работать? Вот, и мне сказали: да, все нормально, мы его знаем, все хорошо. Вот, ну, так мы познакомились с Денисом. Я помню, как мы первый раз собрались на студии. Денис себя старался вести так очень прилично, правильно говорил так аккуратно, значит, старался себя типа проявить с лучшей стороны. Но поняла, что он очень старался, у него хорошо получилось. Вот. На самом деле он меня, конечно, впечатлил своей эмоциональностью. Он очень смешно что-то рассказывал. Я помню, что я очень смеялась. Такой эмоциональный и шумный для меня это непривычно. Да, вот приписай. Поняла? Вот как ты вот эту тянула ноту. Получается, первый раз я его пою низко, снизу, да? Тоник, а потом... А вот это уже квинта его. Да, да. Получается, я наверху буду петь. Спокойняшечка, да. Спокойняшечка. А второй куплет у нас уже будешь, потому что там уже будет ритм-секция, там надо уже пойти. Первое. Половину. Да, вот так пишем, понял? По половине. Первая у тебя идеальненько, отлично. Та-да-да-да-да, когда ты вверх залазишь. Только... Да, нормально. У нас в Дуне очень замечательно получается, я тебе скажу, между прочим. Никогда не думал, что мне очень будет... Вот с детства я все время слушал какую-то такую музыку, которая была больше как мейнстрим, там, тот же тяжелый рок, тип-хоп, рэп, электроника, всякие там техно. В один прекрасный день я случайно занимался какими-то делами у себя в комнате, перед школой опять-таки, и по телевизору шел фильм «Родня». Этот фильм, если я не ошибаюсь, или 83-го года. В итоге, конец фильма, титры. Но я услышал композицию, которая для меня, что-то она мне так въелась в душонку, в мою тинейджерскую. Идет откровенная фольклорная песня, я бы даже сказал, такая она какая-то русская, казацкая. Она поется под такую ритм-секцию, барабаны такие. Все это, конечно, звук такой 70-х, бас этот унылый, но все равно так оно звучит, так вот, как смесь Led Zeppelin с русскими народными, какая-то такая вот интересная. И мне оно так что-то зацепило. И с тех пор я так начал немножко присматриваться к фольклору. Просто как народные песни поются, потому что как в них, наверное, такого откровения и, я бы сказал бы, искренности, наверное, как в народной музыке нет ни в одной. Я решил совместить, в принципе, все, что слушаю, люблю, и этника очень, которая мне очень близка к сердцу. Что касается народного вокала, да, аутентичного, к нему я пришла не сразу, да, то есть я начала заниматься классическим вокалом, даже поступала в консерваторию, а в 2009 я случайно, да, череда каких-то случайных событий привела меня в группу Свинтояр. Ребята играли фолк-метал. Впоследствии поняли, что было бы хорошо, если бы мой вокал был более народный, да, я пела классику, то есть, в принципе, это как-то сочеталось, да, там все было, более-менее это слушалось, но было бы лучше, если бы это был все-таки народный, такой именно славянский такой вокал. Нашелся учитель, да, то есть я там какое-то время занималась с разными учителями, и не очень получалось, то есть сложно
сложный момент вот этот позиционный, да, технический, перестроиться с академического вокала на народный. Кто-то даже говорил, у тебя не получится, но если есть большое желание, то все получается. Почему народное пение, почему мне захотелось? Мне всегда как-то вот привлекало еще там с подросткового возраста, там со старшей школы меня привлекало, ну, вот эти всякие этнографические такие штуки, там, типа народные промыслы, народные картины, вышивка, какой-то традиционный быт, традиционные ремесла. Там, даже я там в старшей школе писала там какие-то работы исследовательские там по народным там свадьбам и прочее. И вот в процессе этих работ, да, написания этих работ, ну, скажем, таких школьных, да, я услышала и пение, да, ну, вот эти песни традиционные, меня это очень впечатлило. Я переслушивала там диск с народными песнями, меня дали в Академии культуры переписать, и я его слушала буквально по несколько раз за день. Родители в шоке были, что происходит. Ребенку 15 лет слушает каких-то бабушек. Вот. Ну, меня тогда это очень зацепило, а тут вот спустя некоторое время вот Свинтояр, да, с вот этим вот фольклорным металлическим уклоном, и, ну, как-то все так сошлось. Работу над песнями мы начинаем вести, скажем так, с задумки, да, Денис мне что-то дает, либо какие-то заготовки, какие-то свои наброски, да, к которым я или сама, или с его помощью добавляю вокальную линию. Вот, то есть бывает, что у меня, я сама, да, там могу что-то придумать, предложить, вот. Либо Денис говорит, что вот тут должно быть вот так, тут громче, там, тут тише, тут вот как-то у него в голове, да, в основном рождается идея песни, да, а я уже как бы как некая озвучка для его вот этих идей, озвучивание голосом. Да, все просто. Это первый, да? Да, и замолкаешь сразу. Вот здесь, на 20. Вот тут давай кочегарить вот тут потихоньку. Давай, 3, 4. Отлично. Ты же Исландия, ну что похоже, Исландия какая-то. Да, вот так вот. Сейчас я это... Ненавязчивая концовочка. Вот так вот тут было, да. Тут серьезность просто такая лирическая, такая. Как в русском роке. Сейчас мы хотим отойти от перепевания фольклора, перепевания народных песен. Ну, это еще будет, да, и есть, и будет, но в гораздо меньшей степени. То есть сейчас больше хочется какого-то 100% авторского материала, когда мы придумываем и, опять же, вокальную линию, да, с нуля, да, не беря за основу что-то уже готовое, а с нуля как бы ее вырабатывая и наполняя это текстами. То есть я больше занимаюсь, да, вот этим текстовыми составляющими. Мы выпустили 2 песни. Для них были взяты за основу Веды, песня Астапурвам. Там были фрагменты из Ригведы. Вряд ли человек, знающий Веды, вряд ли там что-то узнает, поскольку это какие-то, ну, фразы, да, отдельные. Следующая песня Шанкраман — это больше песня эмоция, да, вокал как выражение эмоций. Следующие песни тоже для одной она еще не готова, вот, но для нее тоже я брала тексты скандинавской мифологии, то есть это была старшая Эда, речи Одина, и, ну, посмотрим, что из этого получится. Но опять же это текст, который, да, есть, текст, который имеется, но мы его, да, перепеваем и вписываем в
песню. И на ходу, мы фактически аранжировки все на ходу делаем. Песни сочиняем на ходу, на ходу. Мне нравится вот этот поток, он начинается, он развивается и как лавина, и она потом катится с горы. И не остановить, хочется... Вот вроде как была у нас песня готовая, вот у меня аранжировочка готова была, и под вокал какая-то мелодия, и так далее. Я ей отослал, я готова спеть, хорошо, пришли, она спела. А тут у нас место будет, у нас тут будет помедитируй здесь. У нас тут эмбиент, помедитируй. Пришел домой, начал разбирать эту импровизацию, порезал, расставил. Чувствую, какая-то связь вот эмоциональная в этой ее импровизации, какая-то вот получается песня получается, целая песня. И слов не надо никаких, эмоционально человек берет и как поток какой-то вот энергетический, позитивный причем. И она это все вот, ну так получается песня рождается. Но не все так песни получаются. Некоторые мы просто берем какие-нибудь архаичные записи этнические, фолковые. Раньше брали, например, украинские, русские, сербские, просто уже готовые песни, которые некоторые давно забыты. Мы берем такое более-менее незаезженное, перепеваем. Или, например, вот была история с песней «Разлилась, речка быстрая». Спета она уже 3899 раз, по-разному спетая. Причем я почему-то захотел ее сделать посмотрел фильм называется «Свои». И вот она там как саундтрек идет в течение всего фильма, в конце она там играет. И я такой подумал, какая красотень, почему же не сделать ее под себя на свой лад, вот как я бы ее увидел, допустим. И я загорелся, и мы с ней попробовали, получилось отлично, всем нравится, нам, по крайней мере, обоим. Но все равно, даже если мы репетировали, даже если мы знаем, что если что-то будем исполнять, на студии всегда получается какая-то импровизация, всегда хочется что-то свое доделать. Что-то свое, по-любому что-то сочиняется на ходу, что-то добавляется, некоторые моменты убираются. Вот мы сейчас наимпровизировали тут немножко от себятинки. Давай тогда вот этот кусочек мы уберем, а его в другой песне задействуем. Давай, без проблем. Ну и все, и так вот происходит вся работа. Когда сочиняли название, так только я начал планировать этот проект создать с Юлей, наш дуэт, я, собственно, Юлю еще не знал. А какие-то наброски, уже темы, какие-то композиции, у меня было там их буквально пару штук. Собственно, из акапелл смастерил. С учетом моих убеждений, увлечений, я решил взять 3 слова с определенным значением, которые просто одним словом взаимосвязываются. Это «сва», «да» и «ра». Мы когда познакомились, название «Свадара» уже было. Вот. Меня не было, «Свадара» уже было. «Свадара» — это с санскрита, переводится как «небо» и «свет». «Свадара». Почему такое название? Почему санскрит? Ну, во-первых, это красиво. Назвать бы просто, да, группу «Небо и свет» это как-то бы звучало странно. Ну, «Свадара» это, звучит интересно, загадочно. Почему санскрит? Потому что это общий, да, прародитель для индоевропейских языков. Посчитали это, то есть это что-то значимое, да, для наших языков. У нас в группе с Юлей двое, у нас дуэт. По крайней мере, на данный момент у меня нет желания брать каких-то музыкантов еще. Потому что так как я, в принципе, делаю гитарные партии, басовые партии, барабанные партии, иногда передать живьем то, что сделано студийно, иногда бывает очень сложно. В данный момент мы работаем над альбомом, но я думаю, как только мы его закончим, мы этот вопрос с Юлей поднимем, так как были уже просьбы от наших слушателей. Очень людям интересно, когда же мы будем живьем выступать. Я думаю, мы не будем людей обижать, а будем над этим работать. Честно говоря, мне немножко даже интересно, как это будет выглядеть. Планы на будущее — новые песни, конечно же. Новые песни, возможно, до конца года будет альбом, надеюсь. Надеюсь, будет клип, какие-то интересные видео. И, хотелось бы каких-то живых выступлений. Я понимаю, это потребует серьезной подготовки от нас, да, каких-то усилий достаточно значимых, но хочется, чтобы это было каким-то особенным событием. Музыка достаточно сложная, да, ее сложно
и озвучить на сцене, чтобы она звучала не менее круто, чем в записи, да, вот, но также, чтобы это и выглядело как не просто, да, там музыканты, которые собрались поиграть на сцене, да, а чтобы это было нечто интересное с визуальной точки зрения, то есть, возможно, там будет не только музыка, но и какие-то там визуальные эффекты. Да, это потребует времени, но это было бы интересно сделать, чтобы была возможность поделиться со всеми присутствующими как вот чем-то своим персональным, то, чем мы можем поделиться один на один с каждым.